Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы родились в понедельник, то из видео вы узнаете не только о себе, но и об окружающих вас людях, рожденных в понедельник. Люди, рожденные в понедельник, переживают практически за всех, кто обижен. Смотрите видео до конца, и вы узнаете рекомендации родителям о детях, рожденных в понедельник, а также уникальную методику прогнозирования, которая позволит вам оптимально использовать период от вашего очередного дня рождения до следующего дня рождения. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Если вы родились в понедельник, то вашей жизнью управляет Луна. Вы очень эмоциональный человек, воспринимающий мир душой. Вы способны переживать за каждого, кто страдает. Вам проще пережить происходящие с вами события, чем пытаться их просто проанализировать. Все, что с вами происходит, и все, чем вы занимаетесь, проходит через вашу душу. Поэтому у вас всегда много переживаний. Ваша душа постоянно трудится, познавая мир на эмоциональном уровне. Нелегко быть лунным человеком, ведь ваша психика всегда напряжена. Общаясь с друзьями, вы много говорите о наболевшем и о том, что происходит в вашей душе. Не все готовы к такому собеседнику, как вы, но для вас это жизненно необходимо. Будучи эмоциональным, впечатлительным и ранимым, вы притягиваете к себе подобных людей. Способность избавлять других от страданий является вашей врожденной и неотъемлемой чертой. Всю свою жизнь вы собираете отрицательную энергию, и чем больше вы видите вокруг себя страданий, тем сложнее вам жить. Вам необходимо научиться так себя вести, чтобы чужие страдания как бы проходили сквозь вас, не причиняя вам значительного ущерба, вам и вашей психике. И если вы рассчитываете только на свои силы, верите только в себя и думаете, что самостоятельно, без помощи свыше избавите людей от страданий, то вряд ли сможете справиться с накопленными в своей душе переживаниями, а их у вас будет предостаточно. Это, в свою очередь, может привести к нервному истощению. Вы можете даже впасть в сильную депрессию или стать неуравновешенным человеком. Особенно это опасно для людей с нестабильной энергетикой. Согласно нумерологии, есть определенный тип людей, которым желательно очень жестко контролировать свой круг общения, чтобы не заболеть и не довести себя до нервного истощения. Когда ко мне приходят на консультацию люди, рожденные в понедельник, в первую очередь я проверяю, какая у них энергетика, чтобы дать человеку правильные рекомендации. Очень часто на консультации приходят именно такие люди уже с сильным нервным истощением. А если в их карте еще есть и число 11, то этих людей очень сложно убедить начать жить полноценной жизнью. Как правило, вы плывете по течению жизни и редко беретесь вообще за весла. Вам нужен мощный стимул для созидания. Если стимула недостаточно, то вы отдыхаете, бездействуете, развлекаетесь. Луна делает вас максимально зависимым от матери и дает вам желание иметь детей, по-матерински заботиться о ком-нибудь. От того, насколько гармоничны ваши отношения с матерью, зависит ваш успех во многих сферах жизни, ваша самооценка, здоровье вашей души и тела. Луна – планета дома, поэтому вам нравится проводить время дома, заниматься домашней работой, благоустроить свой дом, квартиру, сад. Вы сильно страдаете от отсутствия дома, своей комнаты и частых переездов. Можете стать специалистом по дизайну жилых помещений или мастером любой другой профессии, связанной с домами и организацией быта. Луна – планета семьи, и вам без семьи очень сложно. Во многом ваш успех в общественной жизни, уровень ваших доходов зависит от климата дома, от наличия семьи и отношений с супругом или супругой. Ребенок, рожденный в понедельник, во время учебы легко отвлекается от изучаемого предмета. Его можно эмоционально заинтересовать обучением, и это очень важно, потому что он будет летать в облаках. Для этого ребенка мама является наиболее важным человеком в его жизни, и именно мама сможет научить его всему, что необходимо знать и уметь.
Она для него авторитет, достойный подражания. Мама должна поддерживать с этим ребенком хорошие отношения, независимо от того, как он себя ведет, даже если он ее сильно огорчает. Иногда он заставляет свою мать пожертвовать очень многим ради него. Многие, наверное, столкнулись с этим. Отказаться и от карьеры, и от продолжения учебы, если она учится, от общения с друзьями. Для развития ребенка важны домашние животные, младшие братья и сестры, куклы даже. Такой ребенок, независимо от пола, обладает материнскими качествами, и все, о ком он сможет заботиться, помогут ему в раскрытии его потенциала. Помните это, если ребенок просит у вас купить какое-то животное, подумайте об этом, это очень важно для него, если нету младших братьев и сестер. Он будет гораздо лучше себя чувствовать, если его родители будут жить дружно и уделять ему много внимания. Очень важно для такого ребенка, чтобы у него была в доме отдельная комната. Частые переезды, отсутствие комнаты или своего любимого места в доме и конфликты между родителями – это все разрушающие его жизнь факторы, способные привести этого ребенка к бессоннице, болезням пищеварительной системы и даже к психическим заболеваниям. В течение всей жизни любой понедельник для вас счастливый день, когда вы сможете решать самые сложные задачи своей жизни, принять единственно правильное решение. Дорогие друзья, есть замечательная методика прогнозирования, связанная с днями недели. Вы, наверное, заметили, что в разные года ваш день рождения приходится на разные дни недели. Информация о планетарном управителе этого дня недели позволяет прогнозировать грядущие события и правильно использовать потенциал года. Если ваш текущий день рождения пришелся на понедельник, значит весь год до следующего дня рождения вы будете находиться под влиянием Луны. И такой год называется годом Луны. Год Луны – это наиболее благоприятный период вашей жизни для начала любой серьезной деятельности и изменения уклада жизни. Поэтому не забывайте использовать ваш год Луны для решения стратегических вопросов. Очень часто мы недооцениваем этот вид прогнозирования, а напрасно. Он работает железно и очень сильно помогает, особенно если вы хотите делать что-то важное в своей жизни. Достаточно хорошо вы чувствуете себя в год Венеры. Это год, который начался в пятницу. Год Венеры может стать для вас годом душевного расцвета, эмоционального подъема, превращения некоторых ваших эмоций в сильные чувства. Будучи земной планетой, Венера поможет вам взяться за дело, начать строить свое счастье. Годом внутреннего конфликта может стать для вас год, начавшийся в субботу, год Сатурна. Сатурн будет заставлять вас полагаться только на себя. В худшем случае вы будете чувствовать потребность проявления эмоций и страдать от невозможности сделать это. В лучшем случае сможете разобраться в своем внутреннем мире, избавиться от тягостных неприятных эмоций, станете более спокойными, сдержанными. А в год Юпитера, то есть тот год, который начался в четверг, вы нормально себя чувствуете и можете очень многого добиться. Вы сможете испытать принципиально новые ощущения, от чего станете по-новому воспринимать мир и себя. Это очень важный год для того, чтобы максимально уйти от переживаний и от того, что вы находитесь, например, или у вас какие-то есть срывы. В такой год, в год Юпитера, вероятно увеличение и привычных переживаний. Однако Юпитер может помочь вам, чтобы у вас укрепилась самооценка, и это приведет к улучшению ситуации во многих сферах вашей жизни. Вот Солнце, который начался в воскресенье, вы сможете отделять положительные эмоции от отрицательных, защитить себя от тревожных мыслей, стать более инициативным. Следует отметить, что год Солнца может оказаться весьма напряженным и создать конфликт между ощущениями и разумом. То есть как бы две разных ситуации, и вы должны об этом помнить и контролировать. И поэтому в такие года лучше не конфликтовать с кем-то, потому что это наоборот поспособствует разрушающим факторам и приведет даже к депрессии. А вот год Марса, начавшийся во вторник, может стать периодом смятения. Вы способны принимать неверные решения, совершать ошибки. Вам придется постоянно защищаться от агрессии окружающего мира. Здесь
сдерживать и контролировать свои проявления. Год Меркурия – это год, начавшийся в среду, может пройти вообще без значимых событий, но Меркурий поможет вам более легко относиться к трудностям и в лучшем случае даст вам душевное облегчение, способность многие дела выполнять с легкостью и без напряжения. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и мои прямые эфиры. Ставьте лайки, пишите обязательно ваши комментарии. Таким образом, вы вдохновляете меня на создание новых видео для вас и для проведения прямых эфиров. Учитесь жить в гармонии со своей датой рождения. И пусть нумерология станет вашей путеводной звездой. До новых встреч!